Удивила мужа и вас, друзья, сегодня буду удивлять. Привет, с вами Ух ты Кухня. Сегодня приготовим гречку по-индийски. Оставайтесь, будет очень интересно и необычно, уж поверьте. Такого вы в гречку точно не добавляли. Нужно подготовить гречку. Стакан, здесь 200 граммов. Пересыпаю в миску и хорошо промываю. Какая чистая гречка. Видно, какая она чистая? Когда вода немного стекла, высыпаю гречку на полотенце. Немножко распределю, накрою и подсушу. Сотейник на огонь. Сюда граммов 10 сливочного масла или растительного, какое есть. Пусть немножко растает. Когда масло растаяло, высыпаю гречку и начинаю ее обжаривать. Дело в том, друзья, что гречка, приготовлена таким способом, получается рассыпчатая, ароматная и очень вкусная. Попробуйте. Да, это занимает больше времени, и все же это того стоит. Когда началось пощелкивание, можно смело добавлять воду. Я вливаю 2 неполных стакана воды. Ух! Жара! Солю по вкусу. Перемешиваю. Накрываю крышкой, делаю минимальный нагрев и варю, как обычную кашу. 10 минут. Продвигаемся дальше. Вторую сковородку на огонь. Немножко растительного масла. Примерно столовую ложку, даже меньше. Граммов 5-10 сливочного. Пусть греется. А я в это время нарежу среднюю луковицу. Как будем резать? А давайте на четверть кольца. Вот так вот. Кстати, лук в этой гречке я ем с удовольствием. Парадокс. Лук выкладываю в сковородку. Даже если не нагрелась, не страшно. Вообще не страшно. Сюда обязательно щепотку сахара. Делаю минимальный огонь и потихоньку его обжариваю. Его нужно вкусно обжарить. На небольшом нагреве, время от времени перемешивать, чтобы он просто так таял на сковороде и немножко румянился. Какой красивый лук. Но это еще не все. Рано. Гречка варится, лук жарится. Друзья, пришло время к огурчикам. Берем вкусные соленые огурцы. Можно и маринованные, главное, чтобы они были вкусные. Нарезаем на кубик. На мелкий. Чтобы гармонично смотрелось с гречневой крупой. Пару средних огурчиков будет достаточно. Слежу за луком. Посмотрите, какой лук. Он уже подсушивается. Такой красивый, ароматный, еще совсем чуть-чуть. Ну и, конечно же, друзья, вы спросите, почему гречка-то по-индийски? Это я ее так назвала. Потому что содержимое этой банки было выловлено в Индийском океане. Это тунец в собственном соку. Берем консерву хорошего качества. Немножко разомну вилочкой. Кулинария – это творчество. Хотим – творим. А хотим – вытворяем. Ух, видишь, какая шустрая. Все, друзья, поехали сюда, в сковородку. Лук приготовлен идеально, просто идеально. Он такой сладенький, карамельный и немножко даже хрустящий. На этом этапе можно добавить, гречку. Она у нас уже сварилась. Посмотрите, какая красотка. Рассыпчатая. Сюда же огурцы соленые. Это уже вкусно вижу. И сюда же тунец, прям с водичкой. Или с соком, как это правильно. Перемешиваем. Все хорошо перемешиваем, чтобы все подружилось. Объединилось. Да. Как вкусно это пахнет. Это просто класс. Добавляю черный молотый перец по вкусу. Ну, можно и побольше. Ну, моему мужу, как всегда, хочется острых ощущений. За это я его люблю. Снова перемешиваю и прогреваю буквально 1-2 минуты. Сильно долго не нужно. Нагрев под сковородой чуть ниже среднего. Друзья, я хочу уже это попробовать. Это очень вкусно. Берем. Класс. На соль идеально. Такое интересное сочетание: огурцы, прожаренный лучок, тунец, гречка. Попробуйте, это очень вкусно. Сейчас накрываю крышкой, выключаю нагрев и даю отдохнуть хотя бы 5-10 минут. Это обязательно, чтобы все там у нас ням-ням-ням.
А салат мы сделаем самый простой. Возьмем вкусный крупный помидор, нарежем его. Смотри, какой сочный. Ой, здесь и заправка никакая не нужна. Конечно. В собственном соку. Немножко соли, совсем чуть-чуть. И побольше зелени. Да, побольше, побольше. О, О, да, вот это так, да? оно. Берем большую ложку, перемешиваем немножко. И, кстати, эту ложку оставишь, я буду есть. Гречку ею. Конечно. Хорошо, счастье мое, хорошо. Смотри, какой большой. Давай его немножко измельчим. О. Красота! Тра-та-та. Ну что, я уже хочу. Опа! А я предвкушаю. Перед подачей еще раз перемешаю. Это нам с Сережкой порция на один раз. И насыпаю. И насыпаю. Место для салата оставляю. Да? Да-да-да. Перед соблазном, да? И сюда. Вот. Друзья, настоятельно рекомендую вам попробовать приготовить это блюдо. Это вкусно, необычно, просто, Благодарю тебя, Анютка, за такие вкусняшки. пожалуйста, рада стараться. Всем А- приятного аппетита, мирного неба и вкусной еды. Да, ну это на добавку нам. По любасу.